Владимир Атлант. Поговорим про цену биткоина. Это у нас биткоин к доллару на бирже BinX через терминал TradingView. Изолированная маржинальная торговля по стандартным фьючерсам. У нас здесь идет построение волны пятиволнового движения по уровню Фибоначчи. Сейчас покажу. Третья волна, строение третьей волны, провели коррекционное движение в 50% по уровню Фибоначчи и оттолкнулись от психологического уровня поддержки и сопротивления, или который вы могли взять по фиксированному профилю объема, высчитать. Это район 27540, уровень выше лонг приоритет, ниже шорт приоритет. Атлант сейчас у нас пока указывает на лонг. Вот здесь он нам подсказывал раньше, да, была попытка выйти вниз. У нас здесь есть такая структура в виде треугольника, причем приподнятого вверх, да, больше лонг приоритет. Выход из таких структур чаще всего лонговые. Далее наша психологическая отметка, да, куда произошла потом коррекция. До этого я рассчитывал, делал расчет здесь расширяющийся клин, который вы тоже также можете наблюдать. Была точка цель 27 888. К цели цена пришла даже немножко выше, да, пробились и получили сопротивление четко на этой структуре. То, что еще раз подтверждает у нас расширяющийся клин. Сейчас мы в лонг приоритете и смотрим по пятиволновке, к чему нас это приводит, да, то есть у нас есть коррекционное движение в 50%, получили поддержку, и теперь смотрим высоту пятой волны, какие цели есть. Ну, первая основная цель — это еще раз касание нашей трендовой наверху в районе, так, единицу прошли, 1.27, и по времени это приблизительно 5 октября, 22:15, в 21, в 9, в общем, вот здесь. Это как раз на открытие американской сессии, после открытия Уолл-стрит. Посмотрим, есть вариант похода цены в эту область. Раз. По уровню Фибоначчи золотое сечение у нас в районе 28100. Наш магнит, куда изначально тянула цену. Так, и если пойдем пробивать этот клин, да, выход обратно в район 28400, соответственно, уже будет здесь такое формирование в виде треугольника. Вот, возможно, здесь у нас будет как раз-таки следующая точка сопротивления. Наблюдаем, смотрим. Уровни 28314 и 28400, да, вот эта область. И здесь нужно будет следить за ценой. Или здесь получаем сильное сопротивление, или даже цена пробивает этот уровень, закрепляется выше, ну и, соответственно, открываются цели открываются еще выше к старым целям, которые не были достигнуты. Такой вариант выхода из этого всего. Так, и еще ага. Так, это у нас поход пятой волны вот в эту область. И если сейчас цена не пробивается, не выходит выше этих уровней, не закрепляется, не будет завершать пятую волну, тогда у нас была тройка, четверка, пятерка, после чего коррекционное движение АБЦ, но у нас
есть более расширенная коррекция АБЦ, предположение. Есть предположение, вероятность завершения коррекции от 28 534, но смотрите, какое оно некрасивое, да, волна 0А у нас большая, но здесь и манипуляторы постарались, волна Б, волна С, да, такое некрасивое движение, накопление в виде дракона, пробив, пошли пока наверх. И по дракону у нас выход к голове уже состоялся. И помните, я еще говорил, удар хвостом. Как раз удар хвоста это в район золотого сечения по Фибоначчи, по большой Фибоначчи, да, который у нас есть от нуля до конца, до lower low, да, который новый нарисовал график, и коррекционное движение по уровню Фибоначчи к вот этому движению. Золотое сечение это 28 050. Вот нужно будет следить за этими уровнями. Если здесь получаем сильное сопротивление, то есть пробив расширяющегося клина, получив здесь пин-бар, возможно еще один, и уход цены вниз, то есть вот здесь у нас точка есть, может сюда цена прийти. Если цена сделает такой выброс, соберет здесь стопы и сразу вернется в это накопление, то далее ожидаю поход вниз к 27 550 и движение ниже, и формирование новой коррекции, коррекционное движение А, Б, С, то есть завершение вот этой коррекции. Ну а также у нас цена здесь может не прийти в пятый, в зону, не сделать здесь перехай. То есть сейчас нужно смотреть за этим движением, за этим накоплением. Посмотрим, что нам покажет Китай и начало американской сессии. Атлант сейчас указывает лонг. Посмотрим на это движение. И при развороте Атланта в шорт желательно заходить, забирать волну BC. Подписываемся ко мне. Ссылочки в описании. Торгую я, еще раз повторюсь, на бирже BinX через терминал TradingView. Внизу, где торговая панель, нажимаем. Из списка брокера выбираем понравившееся вам. И работаем. Здесь работать гораздо удобнее, чем с чем с самой биржи. То есть лучше подключить биржу к терминалу. Это как отличное место для работы. И, в общем, сейчас наблюдаем, будет ли проход выше и делать перехай, higher high, higher low. И здесь, если сделается на higher high к этому low, да, перебьет его, то отмена этого сценария. Здесь нужно будет понаблюдать за ценой, где будет завершаться пятая волна, либо я уже сказал, продолжить дальше коррекционное движение, волна BC. И по уровням Фибоначчи сейчас тоже посмотрим этот момент. И по уровням Фибоначчи как раз у нас вот золотое сечение у нас 1,618, это 26 700 и 1,78, 78,6, да, процента. Это район 26 580, 26 600 получается, да? Вот красивая цель, 26 666. Ожидаем, смотрим, что будет дальше. Соответственно, если уходим сюда вниз, под трендовую, то ничем добрым это не закончится быстро. То есть будет ожидаться тогда еще движение ниже. Опять же, поход в ту сторону, если здесь маркетмейкер собрал то количество желающих пойти наверх, тех, кто верит в принятие ETF, тех, кто верит в то, что
они скупают и по этой цене, всех этих людей накажут. В общем, наблюдаем